Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Своеобразные продолговатые подушки, которые называются мутекке, привычные на Востоке, и в Европе они стали обычным элементом интерьера. В магазинах встречаются редко, а в изготовлении они достаточно просты, могут справиться даже новички. На них сидят, облокачиваются, опираются, их кладут под голову, вернее, под шею, что оказалось полезным для осанки, для позвоночника. И несколько лет назад ставшие популярными у нас не теряют своей привлекательности. Вот и дочь меня попросила сшить ей такую подушку-валик. У нее остались от портьер вот такие вот обрезки. И мне надо вот из этого сотворить то, что ей хочется. Я знаю 3 способа пошива таких валиков. Начну с одного. Я вырезала 2 круга диаметром 20 сантиметров. У меня шаблон, можно вырезать и по тарелке. Сам валик будет длиной чуть больше 50 сантиметров, потому что у меня молния 50 сантиметров, молния потайная. Основная деталь у меня будет состоять из 3 частей. Очень хотелось вставить вот такую деталь посередине, но она оказалась коротковата. Буду делать из того, что имею. Конечно, эта деталь узковато, но делаем из того, что есть. Я скроила 2 детали 55 на 68 и одна светлая деталь. Ну вот какой ширины она была, такую я и буду ее использовать. В крое она 15 сантиметров. И вот я теперь сколола с одной деталью голубого цвета и сейчас прострочу. И затем точно так же я соединю со второй полосой. Я сострочила наши полоски. Швы обработала швом зигзаг, отгладила. А теперь вот к этому срезу я пришью молнию. Срез я обработала швом зигзаг. Молния наша потайная, поэтому располагать я ее буду зубчиками наверх. Вот таким образом. Ну вот я сколола. И теперь под машинку. Молнию я пристрочила. Теперь я ее отгибаю вот так вниз. И ткань закладываю с небольшой складочкой сверху. Таким образом, чтобы край сгиба у нас приходился на середину молнии. И делаю отстрочку. Ну вот, пришита половина молнии. Я сделала отстрочку. И теперь то же самое я сделаю и со вторым краем. И чтобы получилось ровно, я совмещу вот эти полосы, вернее, вот эти швы. И сколю их. То же самое с этим краем. Ну и дальше. Ну вот, молния вшита. Так она выглядит. И теперь вот к этому краю, вернее, к 2 краям, я буду вшивать вот такой кант
в виде витого шнура. Кант я буду пришивать таким образом. Вот эти так называемые реснички, край ресничек я буду совмещать с краем среза, а витой шнур у нас будет смотреть в сторону середины изделия. И вот кант с обеих концов пришит. Концы канта я соединила вот таким образом вручную. И теперь осталось пришить торцевые круги. На торцевых деталях я также нашла средние линии и поставила метки. Теперь я основную деталь выворачиваю наизнанку. Торцевые детали лицом к лицу я складываю с основной. Вот таким образом совмещаю наши меточки. На торцевых деталях я сделала специально большие припуски, чтобы у нас в случае чего непредвиденные обстоятельства больше или меньше, чтобы можно было маневрировать, то есть для исключения различных ошибок. Ну, вот так. И потом я все это соединю, прошью на машинке. Ну вот, у меня все сострочено. И дальше я срезаю лишние припуски. Ну вот, я лишнее срезала. И для обработки срезов я вырезала косую бейку шириной 5 сантиметров, сложила вдвое и приутюжила. Ну вот, я обработала бейкой, и, собственно, чехол нашего валика готов. Хочу сказать, что это, пожалуй, что самый сложный способ пошива такого чехла для валика. Есть более легкий. Сложность в чем? Что приходится вшивать круглую деталь и вшивать молнию. Вы знаете, мне понравился валик, и я думаю, что я буду еще шить такие подушки-валики, но только уже более легкие, более быстрые способы. Вот. А здесь, значит, внутренняя наволочка выкраивается по той же выкройке, что и верхняя часть, с той лишь разницей, что там не надо вшивать молнию. А вообще, как вариант, в качестве наполнителя можно использовать даже какое-то запасное одеяло, которое не в ходу, или любые другие вещи. Ну, это на ваше усмотрение. То есть варианты есть. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь в соцсетях. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.